Обидно за тройные прыжки, как за тройной аксель, за тройной флип. Мне уже на выходе Даниил Маркович говорит, может, да ну эти тройные, вместо них четверные делать. В целом в подготовке бы и на строе бы ничего не менял бы. Чуть-чуть вот поработал бы над мыслями перед элементом самим, чтобы никаких плохих мыслей не было. А то я заезжаю, иногда проскакивает, и все. И из-за этого клинит, из-за этого ошибки. Я не знал, как подходить пока к флипу, не знаю еще. Я нахожу к нему подход именно на соревнованиях. Если на тренировках я более-менее нашел, то на соревнованиях еще нет, нужно вот понакатывать его на соревнованиях. И мне предлагали тренеры сейчас катать без него, но я говорю, нет, типа я хочу с флипом, даже если я его не сделаю, все равно это будет опыт, и это будет такое вот начало 4 четверных. Что я хочу прыгать в дальнейшем 4 четверных, оставить хотя бы этот набор. А это же надо когда-то начинать. Вот я и начал сегодня. Братанчик, имеет значение только... Братанчик, мы в потоке, мы в Одессе. Выводите. Кому-то конкретному? Ну и просто спустить. Медики, спасибо. Этого куклу, если я правильно помню, мне ее подарили в Китае. Из забавного у нее крутятся глазки. Вот так. И еще вот так. То есть тут три вида. Плюс-минус я сделал все. То есть, да, мне не хватило либо чистого каскада в короткой, либо чистого сальхова в произвольной. Но в общих чертах это два очень достойных проката. Это 6 четверных и 3 тройных акселя для программы. Это, очень солидная заявка. А насчет того, что
этого уже не хватает. Это довольно субъективная история, и раз на раз не приходится. По сути, на чемпионате России я откатал короткую без элемента, набрал по сумме на 5 баллов меньше и стал третьим. То есть тут как бы, не угадать. То есть в теории... В теории могло быть что угодно. Я, наоборот, рад, что как бы тоже на протяжении последних, пары лет точно мужское катание вышло из тени, наверное, женского, и, на мой субъективный взгляд, является самым интересным видом фигурного катания в нашей стране сейчас. Ой, как я устал. Сделал, получается, из ошибок только одну тройку на самом сложном прыжке. Мне показалось, видимо, сыграла роль то, что я на 6-минутной разминке не практиковал этот прыжок. Но все равно дальше хорошо собрался, старался доделывать каждый элемент. Дальнейшие прыжки уже старался скорости прыгать, чтобы высоко было. Старался, считал уровни на вращениях, вложился в дорожку, старался кораблик объемный сделать. И все, завершил финальной позой. И потом, какая была моя радость увидеть то, что на меня летит такое большое количество плюшевых зверей, тюленей. Так что спасибо большое болельщикам за такой перформанс. Радует, что у нас присутствует такое большое количество сильных и талантливых спортсменов. Один был сегодня чистый прокат одним за другим. Все спортсмены хорошо выполняли свои элементы. И мне кажется, зрителям от того приятно наблюдать за нашим видом. Знаете, сезон такой тяжелый выдался. Следовательно, после финала, это такой один из заключительных соревнований. Хочется выдохнуть, отдохнуть, выспаться. Немножко устал, но все равно присутствует такая доля радости того, что достойно выполнил свою работу. До Кубка Первого канала будет знаменательное событие, шоу, посвященное юбилею Алексея Николаевича Мишина, 11-12 марта в Ледовом дворце юбилейный. Всех приглашаю, всех будем рады видеть. Перед прыжком турниром было тяжеловато, потому что я тогда еще отдыхал, вернулся, у меня несколько дней было на подготовку, вообще ничего не получалось, желания тоже не особо было. Не знаю, как-то вышел на прыжковый турнир и с адреналинчиком вроде как пошло, это придало немного, это уверенность дало мне. Прыжковый турнир дал мне уверенность к финалу, потому что, вроде как начало получаться все такое, но, к сожалению, связки и отдельно прыгать — это очень разные вещи. Было спокойно достаточно, за первый лук поборолся. Дальше уже вроде как подотпустило немножко, флипс, альфа-тулуп хороший, были аксель хороший, я думал, я продолжу так же. Что-то не пошло, ничего страшного, что делать бывает. Не хватает мне почему-то вторую половину, какая-то проблема с альфом стала. Причем не первый раз уже, и на тренировках тоже. Дай бог, раз в 5 раз получится во второй половине. Не знаю, с чем это связано, вообще без понятия.
Не знаю, как над этим работать, потому что программы накатывались, очень серьезные рабочие недели были у меня. И все вроде как, даже если не получался этот Сальков, я не расстраивался, чувствовал, как набирается форма. И не знаю, как-то все равно не хватило, думал, с адреналином получится, а, к сожалению, увы, нет. Возможно, потому что носки дырявые опять. Да не рвутся, не знаю, вот только купленные им буквально недели 2,5. Жив. Все на льду оставил. Было более-менее нормально, но после последнего прыжка все уже просто все начало выключаться, руки, ноги. Доехал и спасибо за это. Доволен. Но пока я все еще опустошение. Не пришел уже все. Наверное, лучший в сезоне, может быть, последние 2, 3, 4, 5, 10, 20 сезонов. Ну или в тройке уж точно. Очень сильно помогло все. Работать психологом я начал, и там за достаточно короткое время дал сильный буст. Я много новых упражнений узнал, методик, и я их начал применять, и вот это помогло мне настроиться. Скажу, что было опять непросто, волновался, потому что все-таки соревнования серьезные. Все соперники очень хорошо выступали, достойно. Расслабиться нельзя было. Но, тем не менее, вторым элементом я чуть-чуть все-таки допустил некоторое расслабление, после чего уже на полную, на 100% включился и решил не отдавать никаких ошибок, не допускать. Как ни странно, я думал, что да, это будет дополнительно давить, но сейчас я перед этим соревнованием в целом не волновался, был спокоен, даже излишне расслаблен. И когда выходил на лед и зал взрывался в аплодисментах, я от этого не пугался, а наоборот, это мне сил прибавляло. В итоге я был и более-менее спокоен, и при этом наполнен энергией. Это очень приятно, всегда бы так выступать. Еще бы был чуть-чуть посвежее, было бы вообще идеально. Для исполнения произвольной программы Петр Губинник набирает 199,5. Сумма программы 303,6.